Бывает, молодая девушка выйдет в первый раз замуж, приходит в интернет и спрашивает: я купила себе курицу, и что мне теперь с ней делать? А молодой парень, в первый раз женившись, понимает, что вопрос питания очень важен, поэтому покупает сразу несколько кур и идет за знаниями к дяде Сталику. Дядя Сталик плохого не посоветует. Из одной курицы знаете, сколько блюд можно приготовить? Смотрите внимательно. Из всего вот этого я сварю отличный бульон. Куриные крылышки пойдут в казан с луком и помидорами по-узбекски. Барабанные палочки я приготовлю в таджине вместе с лимонами и оливками по-мароккански. А бедрышки пойдут на пожарские котлеты. Зато из грудок я приготовлю котлеты по-киевски. Ох, и вкусно же будет моим подписчикам. Шкуру с грудки и с крылышка лучше снять. И я хочу вам посоветовать: добавляйте куриную кожу в фарш на котлеты. Фарш получится намного сочнее и ароматнее. А косточку основания крылышка зачистить. Котлеты по-киевски, наряду с бефстроганом, достались нам еще от советских времен. И это два советских блюда, которые стали известны по всему миру. Но если не считать салат оливье, который повсюду называют русским салатом. Прообраз этих котлет начинали готовить еще с 1912 года в одном известном санкт-петербургском ресторане. Но в 1947 году этим рецептом всерьез занялись повара в Киеве и сделали его настолько популярным, что рецепт вошел в меню всех ресторанов «Интурист» по всему бывшему Советскому Союзу. Что в Ташкенте, что в Киеве, что в Ленинграде, всюду готовили блюдо, которое называлось «цыплята по-киевски». Покройте доску пищевой пленкой. На пищевую пленку выкладываем грудку. Сначала ее следует посолить четверть чайной ложки буквально с одной стороны и четверть чайной ложки с другой стороны. Но куриная грудка состоит из двух филе. Вот это большое филе, а вот это малое филе. Малое филе отделяется даже пальцем, поэтому его лучше сразу отложить в сторонку. Большое филе имеет достаточную толщину. Надрезайте его ножом, но не до конца. И дальше нож параллельно столу отводим и разворачиваем филе как бы книжкой. То же самое повторяем со второй стороны. Теперь внутреннюю сторону грудки необходимо посолить, поперчить, покрыть пленочкой для того, чтобы брызги от мяса не летели в разные стороны, и аккуратненько отбить. Необходимо, чтобы филе стало пошире, чтобы оно приняло одну толщину. Раньше когда-то куриные грудки были достаточно жестким мясом. Их отбивали для того, чтобы сделать помягче. Теперь такая задача не стоит. Но еще задолго до разделки кур надо было заняться сливочным маслом. Сливочное масло нарезали кубиками вовсе не для того, чтобы оно лежало так красиво, а для того, чтобы оно согрелось, приняло комнатную температуру поскорее. Понимаете? Целым куском масло греется очень долго, а нарезанное кубиками все получается очень быстро. Теперь, если это масло не соленое, ведь бывает еще и соленое масло, его лучше посолить. Знаете, щепотка, буквально 2 соли, и будет очень вкусно. А еще масло можно поперчить. Можно добавить какие-то другие специи, не знаю, что вам нравится. Но по классике идет только соль, немного черного перца и мелко-мелко нарезанная петрушка. Всю петрушку пересыпаем в масло и необходимо размешать петрушку, масло, соль, перец. А я посвоевольничаю. Добавлю пару зубчиков мелко нарубленного чеснока. Мне кажется, будет еще вкуснее.
былые времена сливочное масло вбивали в курятину. Понимаете, курятину отбивают и одновременно вбивают в мясо сливочное масло. Так курятина становилась невероятно вкусной. Ну а потом, когда все дело закончилось обычным общепитом, решили, что это очень долго, очень трудоемко, и масло стали добавлять уже в готовую котлету брусочком. Но прежде всего масло необходимо остудить. Может быть, даже заморозить, потому что иначе масло во время обжаривания просто-напросто вытечет из котлеты. На каждую грудку пойдет, примерно большая столовая ложка сливочного масла с петрушкой, солью и чесночком. Еще раз напоминаю, что масло должно быть как следует застывшим. Ну а теперь заворачиваем грудку в котлету. Будущие котлеты необходимо запанировать, но сначала их надо присыпать мукой как следует. Так панировка прилипнет гораздо лучше. Котлета нормально упакована. Убедились? Обмакиваем ее в яйца. И теперь обсыпаем панировочными сухарями со всех сторон. Пусть полежит. Каждую котлету будем панировать дважды. Вместе с куском сливочного масла в котлету можно уложить и натертый сыр, и грибы, и все, что вы хотите. Но классика – это сливочное масло, соль и петрушка. Ту же самую операцию необходимо повторить второй раз. Чем больше панировки окажется на котлете, тем сочнее она получится. И самое главное, не выйдет драгоценное сливочное масло изнутри котлеты. Заготовки необходимо поставить в холодильник минимум на час. Это необходимо для того, чтобы панировка как следует прилипла. Котлеты по-киевски не жарятся на сковородке, которую едва-едва смазали маслом. Котлеты по-киевски жарятся во фритюре. Это означает, что как минимум литр масла следует нагреть до температуры 180 градусов. И не беспокойтесь, как только вы опустите вот эту холодную котлету весом почти полкило в литр масла, температура масла уменьшится, понизится довольно резко. Градусов, не знаю, может быть, до 160, 155. Обжариваются котлеты на протяжении от силы 2-3 минут, до тех пор, пока они не получат красивый золотистый цвет. Во время обжаривания котлету надо поливать разогретым маслом. От дна поднимаем горячее масло и поливаем котлету, так сказать, усиливаем конвекцию масла в кастрюльке. Старайтесь сделать так, чтобы котлета практически плавала в масле, чтобы она не лежала на дне. Дно горячее, и там котлета может почернеть. Зачем нам это? Кажется, эта котлета готова просто отлично. Котлеты перекладываем на противень, на бумагу, пусть лишнее масло стечет. Но дело в том, что эти котлеты еще не готовы. Им еще в духовке надо постоять. Минут 15 при температуре 180 градусов. И вот тогда котлета будет готова как нельзя лучше. Дольше держать в духовке не надо. Кто помнит, с каким гарниром подавались котлеты по-киевски в наших советских ресторанах? Напомню, как правило, это был рис и зеленый горошек. А лучше ведь ничего и не придумаешь.
Дорогие друзья, посмотрите, в моем магазине stalik.ru продается целых 8 больших кулинарных книг. Есть еще и 5 маленьких, но дело не в этом. Когда вы возьмете в руки эти книги, раскроете их, вы поймете, что цена за эти книги очень недорогая. Кроме того, постоянно проходят какие-то акции. Например, можно купить 2 книжки и получить 3-ю книгу в подарок. Например, можно купить 3 другие книги и получить серьезную скидку. За 4 книжки скидка еще больше, а за 5 или 6 скидка просто огромная. Понимаете, делаете всего лишь навсего один заказ, в скором времени получаете одну очень хорошо, очень качественно упакованную посылку, и у всех ваших родных, близких и друзей уже есть подарки. Да еще какие шикарные! Разве это просто кулинарные книги? Это настоящее счастье. Посмотрите, какие подробнейшие рецепты. Посмотрите, какие великолепные иллюстрации. Честное слово, я очень старался, когда писал эти книги. И уверен, что они доставят вам очень много счастья и удовольствия. Заходите на мой сайт stalik.ru и заказывайте. Если у вас будут какие-то сомнения, вам обязательно помогут. Сказать откровенно, в те годы грудки у цыплят были не такие, и котлеты получались поменьше. Ну, а нынешняя котлета по-киевски — это вполне себе такой мужской, полноценный ужин. Разрежем, посмотрим, что внутри, полюбуемся. Вот она, сочнейшая, ароматная. Я специально не заправлял рис маслом. Вот с этим-то маслом, что вытекло из котлеты, и следует смешивать рис. Дорогие друзья, желаю вам огромных успехов в кулинарии. И, конечно же, приятного аппетита!